связи с частыми царапаниями на парковках я принял решение приобрести этот регистратор 2020 модельного года в максимальной комплектации со съемкой в режиме парковки. Зеркало регистратора у меня в руках. Упаковано хорошо, как известно, встречают по одежке. В белой коробке само зеркало-регистратор, в черной коробке камера заднего вида и в пакете модуль съемки в режиме парковки. Установка. Проводку прокладываем стандартно, под потолок, частично разбирая пластик. Питание ведем к монтажному блоку. Саму электрическую часть подключал очень хороший специалист. Я ему лишь помогал арматурными работами, с натяжкой все-таки назову это такими словами. Для гранта снимаем сначала верхний центральный пластик обивки багажника, затем боковые, и только потом снимаем нижний центральный, для того чтобы снять ручку двери. Заднюю камеру подключаем к заднему ходу. Наружная ручка изнутри крепится гайками. Плафоны просто вытаскиваются. Заднюю камеру вывел через левый плафон подсветки номера. Чтобы плафон встал обратно, пришлось подрезать ручку под провод камеры. Она пластиковая и отдельная деталь. После сборки небольшая регулировка. Задняя камера при включении задней передачи показывает ниже, в отличие от режима съемки. Это необходимо учитывать. Задняя камера в режиме движения назад с разметкой парковки практически бесполезная, то есть не нужно на нее сильно надеяться. Само зеркало чуть темнее, чем штатное. Для меня это не минус. Кривой перевод, голосовое сопровождение регистратора немного раздражает. Отличие используемых карт памяти. В характеристиках максимально 64 гигабайта. Я же приобрел 128 гигабайт. В видеоролике указано, какую использовал именно я.
целом очень доволен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши идеи и вопросы в комментариях. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новое видео.